Добрейшего утра всем, друзья. Мы с Коляном нашли распашечку свежайшую. На картах вообще ничего не было. Чистой воды импровизация. Пойдемте искать что-нибудь. Талеры, бытовушечку, монетки, золотишко и серебро. Подписывайтесь на канал. Поехали. В пригорке вот дом стоял. Мы сейчас на подступах к дому. К сожалению, само место дома не распахано, но ничего. Первый сигнал и 10 фенигов. Монетка. 1924 год, если не ошибаюсь. 25-й. Повертимся здесь. Николай 2 прусских гроша поднял. Довольный он ходит. По распашке, говорит, сохран хороший. Попозже подойдем, обязательно подснимем, покажем. Пряжка. Сохран, конечно, тут отменный. Песочек, как ни крути. Даже ничего не закисло. Такой артефакт попадается. И, по-моему, это от курительной трубки. Крышка латунная. Тем временем Коля обозначил, что ложновитая, перстень ложновитый нашел. Будем проверять потом. Он может и обмануть. От него месть будет идти. Когда я его разыграл с кольцом золотым, он сказал, что будет мстить. И месть будет самый неожиданный момент. Сигналов предостаточно. Несмотря на то, что тут хожено. О, посмотрите, какая. От примуса. Крутилочка. Прикольная, смотрите. С крылышками, с колесом, с шестеренкой. Друзья, это что-то по масонам, не иначе. Такая масоника. Коль, ну давай находки-то заснимем. Вот созрел, Пашка. А пришел ты уже сюда. Актер ты-то наш любимый. Видишь, он обжегся на щах, а на воду дует. Любимый герой канала Рыболов-Копатель. Елена Мальянова обожает Колю. Тем временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Посмотрите, какая красота, ребят. Да, слушай, размер, ну это 10-11 век где-то, Коль. Ложновитое кольцо. Красота, бронза. Размер просто шикарный, друзья. Колян просто красава, молодец. И очень приятный двухгрошевик, прусский. Фридерик Барусурум Рекс. Монетный двор что-то я, уже Не знаю я. Да, Коль, достойный. Сохран шикарный, просто. Просто шикарный, да. Это вот песочек. Да, он так и выпал, прям чистенький. Это все перо вот у него. Да, это магия. Товарищ Чингачгук и магия. Можете не верить, но она работает. Да, молодец, Коль. Поздравляем. Выкопал сигнал и, по-моему, монетка торчит. Если не ошибаюсь. Наверное, 10 фенигов. Ага. О, в патине. 1875 год. Здорово.
Ага, что-то есть. Опа. Подвесочка вылетает. Какой-то замок изображен. С этой стороны, надо полагать, какой-то святой. Ну, уже подзатертый, к сожалению, кулон. Но тем не менее. Подвеска, точнее. Зачет. Белогривые лошадки. Тарарай, куда вы мчите без оглядки? Антуражный конь был, друзья. Смотрите, черканул я по нему лопатой. И осталась от него лишь одна голова. Николай мне кричит: Павел, говорит, я советы нашел. Не поверишь? Я говорю: Коль, вот советы, то, что ты нашел, поверю. Прошла минута, я ему кричу: Николай, не поверишь. И я советы нашел. Батюшки мои. 46-й год, рамочник тоже. 20. Вон он сидит, Раджа обедает. А у меня сигнальчик тем временем. Кажется, колечко тоже. Опа. Женская, похоже, маленькая. Бронза. Ну, куда же без этих артефактов? Куда же без них? Поменялись с Колей приборами. Коля изъявил желание с Деусом вторым походить. Не прошло и минуты, Коля поднимает кольцо. Посмотри, она может быть не кольцо. Ну, вроде похоже, а... Самопал, Коль, какой-то, Да. я думаю. Но оно что-то странно. Как будто бортик, да, один, с одной стороны. Оно как будто, знаешь, идет. Как это назвать-то? Трапециевидная, короче Ну, я говоря. тебя понял, я тебе говорю, она не... Это, один борт выше, другой ниже. Ну, все равно молодец. Ладно. Факт Не то, что- ты, а Деус 2 молодец. Да, да, да. Вообще, Даже копать не надо, друзья, посмотрите. Идешь. А тут бах, он торчит. Ну, конечно, его так не увидишь, это назвонить надо, чтобы он пикнул. Тогда ты обратишь на него внимание. Пожалуйста. Алюминиевая вилка выскакивает. Надо Коле предложить, может метнет куда-нибудь. Пуговка, по-моему. Старенькая. Смотрите, какой кусочек попался. Будь побольше он, я подумал, что это гривна. Но нет, скорее всего нет. Это что-то, какой-то просто обломок. Пантомима. Малышка-пуговка такая попалась с цветочком.
Малипусики такие. Булыжники прям вдоль идут. Непонятно, как бы то ли дом, то ли какая-то хозпостройка большая была. Так сигналы пробиваются. Опа! Опять советы. Смотрите, как золотом блестит. 2 копейки 57-го. Ошалеть, как блестит. Красота. Спустились к другому концу поля. Тут тоже дом был. И вот монетный двор Д. Пятипфениговик выскакивает. Монетки лезут. Вот такая находка выпадает. Некая брошь. Только я никак не могу сообразить, что это. По форме вроде сначала показалось, как будто бы лошадь, что ли. Но тут какие-то цветочки. Непонятно ничего, друзья. Батюшки мои. Ладно, Коля потом подскажет. Он специалист у нас по вот таким делам. Ребят, заканчиваем. Очень жарко что-то сегодня. Я не знаю, градусов 28, наверное. Колян после того, как поднял, блин, перстень ложновитый и 2 прусских гроша, у него аж сахар скаканул, он отдыхал 2 раза потом на эмоциях. Свой результат. Мы сколько ходили? Ну, часа 3, наверное, да, Коль? Паш, откуда я даже на часы некогда посмотреть. Мелочевка. Ну так, давайте я тоже поснимаю. Так, молодец ты. Ты смотри, количество. Дядь Коля, вон, ну блин, конечно, перстак вот этот. Даже не знаю, Коль, надо меняться на что-то. А? Коль, меняться будем, не? Не знаю. Мне вообще вот такие нравятся дела. Я не знаю. Давай мы потом, Паш, как-нибудь все равно найдем мы мой компромисс. Да, ты подумай. Да. Смотри, крышка. Пока я не знаю еще ничего. Крышка шведская. Зачет. Вообще кайф. Все, друзья, мы домой поехали. В принципе, даже 12 еще нет, время 11:30. Мы походили, ну, 3,5 часа где-то с Колей полазили. Вот в такую погоду 28 градусов вполне себе достаточно. Спасибо всем, кто гулял с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и до новых встреч. Всем пока. Пока-пока.